У нас идет погрузка последних коробок, чтобы последние карты засадить. Говорить о выпадах пока еще рано, потому что на некоторых саженцах только-только начинают появляться вот такие маленькие росточки. Как миллиграмм? Он литр гай. Почему мы пичкаем свою клубнику? И почему мы не хотим вырастить органику? Там же как раз разговор будет про клубнику. Я думаю, он хорошие такие Советы даст. Советы, информацию он даст. Да. У нас сегодня в гостях просто самый на сегодняшний момент известный агроном в Кыргызстане, да? Александр Джига. Какая профессия самая сложная? Наверное, та, где не бывает выходных. Где работаешь не то что от рассвета до заката, а до самой глубокой ночи. Речь о фермерах. Когда мы договаривались о встрече с моим давним знакомым Александром Джига, оказалось, что и у него, и у нашего Арсена агронома есть всего одно совпадающее время. И это ночь. Поэтому сразу просим прощения за полуночные съемки. Но, честно говоря, содержание оказалось куда важнее картинки. В тот вечер Александр поделился с нами таким количеством советов и полезных идей, что выключить камеру было просто невозможно. Есть типичные ошибки. Надо на мой взгляд, чтобы взлетело все, надо изучить опыт, что надо делать. Это у лучших, как телег ездит по хозяйствам в лучшем мире и смотрит, что надо делать. Это, учиться по примеру. И надо обращать на все нюансы, потому что очень важно прям каждый этап, поэтапность, по днях прям изучить. Это система защиты, посадка, семенной материал, как его проверить, как правильно посадить, потом система анализов почвы, воды, от этого система питания строится. Дальше, какая техника должна быть, очень важно по персоналу, сколько должно быть персонала, как их мотивировать, какие это расходы и, соответственно, какие инструменты для их работы нужны, какая техника нужна. Так вот, кто такой Александр Джига? Это агроном с мировым именем. Он работал в разных странах, участвовал в проектах, где выращивалась клубника для королевского стола Великобритании. А в этом году его имя прозвучало особенно громко. В Кыргызстане, в Чуйской области, был установлен мировой рекорд урожайности – 120 тонн томатов с 1 гектара. Для сравнения, самые высокие показатели обычно фиксируются в Северной Америке – до 90 тонн с гектара. Поэтому результат, достигнутый в Кыргызстане, стал настоящим фурором в аграрном мире. И Джига стоял у истоков этого успеха. Вы сделали гряды. Надо сначала гряды пролить очень сильно. До грядки? До высадки рассады, до того, чтобы она вселась. И земля была утрамбована, потому что если пленка плотно не пристает, будет задувать воздух и будет подсушивать. И в одном месте, где у вас пленка хорошо лежит, оно будет достаточно влаги, а где пленка плохо лежит и подвивание есть воздуха, там будет больше аэрации и, соответственно, быстрее высыхать. Когда быстро высыхает, вам здесь будет
или надо поливать больше, но вы не сможете, потому что у вас капелька по всему периметру. Ну да. И вы зальете там, Всё а не здесь надо. не дольете, ну, будет оптимально, а там перелито. Или наоборот, здесь будет сухо, а там нормально. Вообще, как бы, гряды лучше делать с осени и пленкой накрывать потом весной, чтобы она селась, чтобы снег, вода, он чуть разлезется, этот гряда, но она всядется, она промоется ну, снегом, дождем, соли плохие, она проморозится, там вредители тоже. И потом уже, когда ну, гряда чуть разлилась, трамбовалась, вы пускаете опять грядообразователь и ну, его подправляете. И уже после этого, ну, как бы пленку, да, и тогда пленка очень плотно пристает. Если нарисовать круг, да, вот, круг, это ну, почва, да. Получается, должно быть 25% воздуха, 25% влаги и 50% сам субстрат. Он, ну, вот вы берете землю в руку, нажимаете сильно, и у вас чуть-чуть влага выходит между пальцами. Это означает, что у вас 25% насыщенность влаги. Если вы нажимаете и влага не выходит, значит почва сухая, надо поливать. Если течет потеки большие, значит у вас там больше 30, 35, 40%. И когда много воды, канализация, вот, да, где воздуха нет, а вода есть, начинает болото, ну, такая вонь, да, типа тухлым. И это анаэробные без кислорода эти, и патогены там размножаются. Есть грибки, потом корневые гнили цепляются, и вам постоянно надо будет фунгицидами какими-то работать и менять их постоянно, каждый раз менять. А лучше просто сделать оптимально, да, внести органику. Органика, она вот этот баланс лучше держит. 25% воздуха, 25% воды. Лишнюю влагу стекает, у вас гряда высокая, она стекает. Потом по вредителям, да, перед высадкой обязательно надо дать инсектицид в каплю. Вы сначала пролили водой, зарядили водой, оно устоялось нормально, только потом перед высадкой, там за день, да, перед высадкой, вы даете инсектицид в каплю и убиваете трипс, клещ, проволочник, совки, ну, червяки плохие. Потом вы можете взять, ну, как бы вермикомпост, какой-то червяки туда заселить, ну, если у вас там органика есть, заселить. И также, ну, после этого вы можете там биопрепарат дать, триходермин или на основе бацилис субтилис какой-то препарат, там фитохелп, который убьет патогенные микроорганизмы. И таким образом вы отрегулировали кислотность, убили вредителей, убили этих патогены. Какой инсектицид? Против клеща какой? Ну, лучший вариант, если там трипс и клещ, это абамектины. Там, Капля. да. Он будет работать? Да. Личинки, они могут жить в почве под грядкой. Ну, да. Они в земле живут. То, что между грядок, там же по-любому остается. Между грядок там у вас будет в основном сухо, если вы не будете переливать. У вас будет сухо, и там не сильно вредители какие-то будут. Вам надо именно в гряде их как бы простерилизовать. И дальше, когда вы высаживаете рассаду, желательно бы рассаду тоже обработать инсектицидом, который бы на этапе высадки, например, там может тлядь залететь какая-то где-то откуда-то, может, ну, тот же где-то клещ там паутинный. Обрабатывали, да, как раз? И рассаду есть препараты от Кортева или FMC,
которые держат 2 недели. И их вы рассаду, когда обработали, это намного дешевле, чем в каплю давать. Потому что вы рассаду обработали, уже как бы купол такой, можно сказать, над растением. Его никто не кусает, не жрет. А когда его не кусают, не жрут, нету инфекции. Вот это как ящерицы комода. Они ж убивают не тем, что кусают, а тем, что зубы у них бактерий много там, патогенных, заражение. инфекции. И также вредители, они покушали больное растение, зубы не почистили, полетели вашу клубнику кушать. Укусили, и уже заражение как бешенство, да, можно так сказать. Обязательно с инсектицидом биологический или химический давать укоренитель для того, чтобы максимально разогнать корень. Это может быть радифарм вместе там с какими-то хорошими гуматами. Почему у нас такой идет негатив к тому, что вот если вы чем-то кормите, то это вот все, это плохо, ужасно. И это, короче, не органика. Все любят слово органика. Органика, органика, органика. У нас есть результаты анализа почвы, у нас есть приборы для замера макро-микроэлементов именно в клеточном соке растений. И мы будем просто периодически замерять, чего не хватает, и исходя из этого будем давать клубнике там свое питание, которое ей нужно. У меня опыт 7 лет, я был тоже вначале сторонник органики, но я как начал изучать само растение, вот именно агрономию, там, растениеводство, я начал изучать физиологию растений, да, там, физиологию именно корневой системы. Растение питается не органикой, не солями, там, то, что мы там даем, там, селитру, диамофоску или там НПК, там, неважно, хоть навоз или там хоть компост давай, там. Растение питается ионами этих солей. То есть сначала, вот смотрите, я могу на простом примере объяснить. Вот мы вносим, допустим, под один куст органику, условно 5 килограмм. Когда мы вносим органику, в почве проживают разные бактерии, микроорганизмы, то есть почвенная биота. Там всех я не назову, там очень много, масса таких организмов. То есть у них своя среда обитания, да, то есть микроорганизмы, вот, там грибки, бактерии, они перерабатывают этот навоз в формы ионов, потом только растение может взять питание из этого. То есть сначала навоз мы кидаем в почву, их переобрабатывает почвенная биота, переводит их в ионы, и потом только растение питается в ионной форме. А когда мы вносим, допустим, селитру или там минеральные удобрения, она уже как бы почти на больше половины готова к ионам. То есть там тоже нужны какие-то бактерии, там азотофиксирующие, там фосфомобилизаторы, но они уже в ионной форме. То есть они уже готовые. Получается, тогда триходермин дали перед тем, как сажать, полили. Триходермин и 5 тап. Уже на днях начнем уже потихоньку кормить. А чем? Удобрениями, как НПК, гумат, там, био и минеральными удобрениями. Вот первые 3 карты мы будем давать сюда Quick-Link, это укоренитель. Он очень хорошо себя там показывает именно на рассадах.
И здесь мы тоже его будем применять. Очень важно, ты убил инфекцию, потом заселяешь сразу бактерии и даешь питание для того, чтобы отбить новые корни. Да? Корень это род. Ну, вообще, если брать вот растение, оно живет в перевернутом мире. Голова это корень, а листья это руки, Ноги. цветы это органы, там, Половые. пиписки, да, можно так сказать. Да. Дети уже, ну, это ягоды, да. Ну, Да-да. логика такая, да, до горы дрыгом, да, растения. Точно, я никогда про это не думала. Да, и корнем растение думает. Вот если были опыты, обрезали корень, и растение не могло адаптироваться так к условиям, потому что оно, особенно вот этот стержневый первый корень, это он отвечает вообще за сенсорность. Чем разогнал ты больше корень, тем получается растение больше может скушать, меньше стрессует и меньше жара на него действует, да, потому что больше влаги может взять. Ну, давать те же укоренители хорошие, плюс куматы, фосфор, кальций. Ну, кальцинит, вот, например, Яра придумала кальцинит, вообще, кальциевую селитру Яра придумала еще там больше 100 лет назад. Причем зеленый кальций был, знаете, да, они использовали гидроэнергетику, чтобы электричество синтезировать этот кальций. И кальций, он отвечает за боковые вот эти активные корни, которые больше всего питают растения. И если вы даете, например, была корневая гниль, там, например, пошли дожди сильные, замочка была, или наоборот, может быть, циклы. Если неправильно сбалансировать полив, да, в ручном режиме по часам делать, а не по влажности почвы, то получается у вас такая картина. Очень влажно, переувлажнено, нету воздуха. Растения не дышать, все. Патогены, там запах появляется. То, что разгоняет корень, да, это убили патоген, дали биопрепарат, чтобы заселить хорошую микрофлору, гуматы, кальций, кальцинит, фосфор, но их совмещать нельзя, это в разброс идет. Фосфор развивает корень тоже. И в принципе, по анализам почвы смотреть, может какие-то микроэлементы, тот же бор, цинк может тоже влиять на рост корней. Вот когда у вас идут вот такие перепады, типа сыро, потом сухо. Когда сухо, корни вот есть как бы на листе и как дыхальца или как устицы. И вот, например, растение, оно закрывает устицы и только открывает, когда там дышать надо, да? Но когда тургор теряется, лист вянет, оно вот такое раскрывается, как рот раскрыло, и туда залетают мухи, грубо говоря, вот так бактерии тоже туда залазят. Ворота инфекции открыты. Потом земля подсохла, начинает вседаться, потому что 25% оптимума влага идет вниз, 10% воздуха больше, и, соответственно, земля как бы сжимается. Когда она сжимается, а корни, они не сильно эластичны, и оно тянет корень и рвет маленькие корешки. Потом, когда воздух попадает, так называемая воздушная обрезка происходит в корне. Тоже кончики корня, они должны постоянно быть увлажнены, чтобы он дальше рос. А когда он подсыхает, образовывается корка, и он уже дальше не растет, обрезается. Потом, если сильно пересыхает, земля может трескаться, и это уже прям рвутся корни. И это ворота инфекции. Или вы сразу даете фунгицид на
на опережение. Или вы биологический какой-то препарат даете, который будет профилактику делать. Но лучше, чтобы у вас вот не было таких колебаний по поливу. Когда вот такие колебания, будь то полив, будь то температура, холодно, жарко, вот в такие стрессовые условия обычно заходит инфекция. Вообще болезнь, что это такое болезнь? Это есть факторы растений, условия этого, температура, влажность, солнце, там, механические повреждения и патоген. И вот если два сошлись, влажность и там переувлажнено, да, и растение, но нету инфекции, потому что вы простерилизовали, болезни не будет. Если, например, у вас есть болезнь, есть растение, но нету факторов переувлажнения или высокой температуры, пересыхания, то эти двое соединены, но этого третьего нет и тоже не будет. Ты здоровый, там сильный, подкачанный, хорошо. Боли, да, то есть, Ты будешь, возле тебя будут больные люди, да, но у тебя иммунитет хороший, и ты не заболеешь.